Дорогие друзья, добрый вечер. Посвящен сегодняшний эфир нарушениям носового дыхания. Здравствуйте всем. Мария, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Наш эфир посвящен нарушениям носового дыхания. И я вам хочу представить нашего доктора Марию Филатенко. С удовольствием вам представляю. Мария Здравствуйте. прославила себя на почве остеопатии. До того, как приступить к основной теме, я бы, конечно, хотел рассказать о Марии пару слов. Мария, я знаю, что вы врач-педиатр. Да, это моя первая специальность. Скажите, пожалуйста, а вот как получилось, что вы решили сменить специальность и стали остеопатом? Ну, я не считаю, что я сменила специальность, но остеопатом я решила стать... Я первый раз задумалась об этом еще в институте, потому что на кафедре реабилитации нам рассказывали про остеопатов. И я думала, что это какая-то, недостижимая величина. И нам говорили о этих специалистах как о людях, которые творят чудеса, никто не понимает как. И, конечно, я натура романтическая, этим заинтересовалась. Вот. А потом в ординатуре я видела результаты работы остеопатов в отделениях с тяжелыми детьми, и я об этом задумалась крепко. Потом я познакомилась с вами и решила, что нужно идти учиться и нужно этим овладевать, поскольку мне кажется, что остеопатия — это, в принципе, та профессия, та специальность, и остеопат — это тот специалист, который, он один из самых главных в жизни каждого ребенка. И как педиатр, например, я встречаюсь с проблемами, которые педиатры говорят, что мам, подождите, это перерастет. Потерпите, дети срыгивают, это условная норма. Или, да, стула нет 10 дней, ребенок не жалуется, это условная норма. Или аденоиды, мам, он перерастет, давайте просто контролировать. А ведь если ребенка показать остеопату как можно раньше после рождения, то, скорее всего, родители не узнают, что такое аденоиды, что такое срыгивание, что такое запоры. Вот, и поэтому я решила, что это просто эффективный способ помогать детям. Для меня это так. Класс. И взрослым в том числе, правда? И взрослым, да, я оказалась, что очень люблю со взрослыми работать. Вот. Да. Сегодня, например, у меня был месячный ребенок, и папа сказал, работать с детьми тяжело. Понятно, Да. что там лежат, вертятся, крутятся, это все сложно. Хотел вас уточнить, вы сказали про то, что в отделении тяжелых детей вы увидели работу остеопата. Что именно там было, как это было? Вы знаете, это было отделение медицинской генетики, и это первое отделение, где я вообще познакомилась с такими тяжелыми детьми. Я была прикреплена к ребенку, с очень тяжелым заболеванием. Он не мог ни ходить, ни говорить. У него были тяжелые судороги. Он был на противоэпилептических препаратах. И у него абсолютно не было контакта ни с кем, ни с родителями, ни с врачами. То есть, к сожалению, этот ребенок просто существовал. И здорово, что в этой больнице было отделение реабилитации, и заведующая отделением генетики, она всячески пыталась протолкнуть своих пациентов на реабилитацию. И вот этому ребенку, мальчику было лет 12, просто начали проводить какие-то остеопатические манипуляции. На тот момент я не знала, что. И вы знаете, я видела его до приема и после приема. И после приема он вошел в контакт со мной, он начал улыбаться. И для таких тяжелых детей это просто очень серьезный прогресс, учитывая, что он на тяжелой терапии находился. И ничего больше так ему не помогло.
он хотя бы вошел в контакт с людьми, и мама была просто счастлива. Находился на тяжелой терапии, да? Да, противоэпилептические препараты и какие-то сопровождающие симптоматическая терапия. Угу. И получается, что вам удалось стать на шаг ближе к тем самым волшебникам, которые делают удивительные вещи. Да, это удивительно. Просто сбылась мечта. Класс. А вот интересно, какие вы можете рассказать из своей практики несколько случаев, 2-3, сколько вспомните, когда вот вы видели такой же классный результат, который и вас очень воодушевил, и родителей очень порадовал. Или это со взрослым было, неважно. Да, на самом деле много таких случаев, но раз уж у нас сегодня тема о затруднении носового дыхания и о последствиях лобных травм, это мы попозже, наверное, об этом поговорим. Вы знаете, очень большой эффект я произвела на родителей, когда это было с 4 детьми подряд буквально так бывает, закон парных случаев. Приходили дети, жаловались-то обычно на сколиоз, но у всех было регулярные носовые кровотечения. Ни с чем не связанные, то есть по крови там все нормально, но у этих детей затруднение носового дыхания и просто ежедневные носовые кровотечения. И эту ситуацию, честно, для меня удивительно было самой убрать за один прием. То есть такое было, что стоило провести один прием, и конкретно эта проблема с носовыми кровотечениями решалась. Здорово. А еще что-нибудь не обязательно связанное с носом? Слушайте, да много всего было. Было и что после меня женщины беременели, бывало, что... кстати, очень здорово, очень хороший эффект при болях роста дает остеопатия, потому что так детям назначают НПВ, то есть противовоспалительные препараты, ортопеды, как правило, разводят руками и назначают обезболивающие, а это, конечно, прекрасные препараты, но можно же помочь руками и мало того, что убрать симптом, но еще и просто настроить человека на здоровье, работать с последствиями родовых травм, корректировать сколиозы. И для родителей-то приятно, что уходит симптом, опять же, боли роста в ногах. Дети по вечерам просто жутко плачут, переживают и страдают вместе с их родителями. А тут удается помочь руками. И это эффективно. И это очень радует. Да, хорошо. Хорошо. А у вас есть какая-то мечта относительно остеопатии и медицины в плане обучения? Институт, место остеопатии в обучении медицинским наукам. Как вы это видите? Место остеопатии. Место остеопатии. Слушайте, я мечтаю, чтобы остеопатия преподавалась как наука наряду с лор-болезнью, педиатрией, неврологией в каждом медицинском вузе, потому что мне приходится иногда объяснять людям и врачам в том числе анатомию и те нюансы физиологии, которые, к сожалению, в вузах не преподают. А это есть. Например, некоторая подвижность костей черепа. Для некоторых врачей это удивительно, но если мы включим здравый смысл, логику и представим себе, что такое череп, что такое кости, что их соединяют, легко предположить, что они могут двигаться, и мы это чувствуем руками, и, конечно,
были проведены исследования, в том числе в России, по поводу того, что да, подвижность костей черепа действительно существует. И об этом, к сожалению, не говорят. А мне бы очень хотелось. Да, действительно, у меня тоже есть большая мечта о том, что остеопатию будут преподавать в вузах. Угу. И наверняка это будет. Ну, не как то есть постдипломное обучение, это, конечно же, да, но в ряду других медицинских специальностей 2-3-дневный курс, даже за несколько дней, за 2-3 дня можно объяснить основу, дать почувствовать, и тогда каждый врач располагает знаниями о влиянии механики на здоровье, мог бы более четко представлять причины своей собственной патологии, той специальности, где он работает, и мог бы понимать, где могут быть эффективны остеопатические приемы и методы лечения. И это было просто очень классно для это было бы... медицины. Да. Это просто надо действительно к этому стремиться, реально. Я очень этого хочу. Это будет хорошо для всех. Да, рано или поздно это произойдет. Да. Все, что хорошо для всех, рано или поздно случается. Угу. Итак, ну что ж, давайте тогда перейдем к теме эфира. Угу. Напоминаю, это нарушение носового дыхания. И тогда прошу Марию рассказать о том, какие же причины у нарушения дыхания бывают, и что мы с этим можем сделать вообще. Угу. Ну, причин бывает, как обычно, масса. Я как остеопат и краниопастеролог выделяю две основные. Это травмы родовые, травмы затылка со смещением затылочной косточки. Это раз. И вторая – это травма лобно-носовой области. Все эти травмы реально влияют на носовое дыхание. Казалось бы, травма затылка. Где затылок и где нос? А на самом деле очень есть такая явная взаимосвязь, поскольку рядом есть затылочная кость, есть височная кость. Они находятся рядом. Ой, я даже подписчикам покажу. У меня на столе есть череп. Всегда его с собой почему-то здесь держу. Вот, есть затылочная кость, есть височная. И вот между ними есть отверстие такое вот. Не знаю. Видно, хорошо видно. Видно. Есть отверстие, это называется еремное отверстие. И если смещается затылочная кость в родах или до родов, то вот это еремное отверстие, оно зажимается. И нарушается отток венозной крови от всего черепа, потому что 95% крови, которая отходит от черепа, оно проходит вот через эту через еремное отверстие. И получается, что все органы, кровоснабжение всех органов, оно, допустим, хорошее, а вот венозный отток ухудшается. Значит, отекает слизистая, значит, чувство заложенности какое-то присутствует. И часто при нарушениях оттока от полости черепа, параллельно, если смещать затылочная кость, напрягать шейные мышцы, венозный отток еще сильнее ухудшается. И вот у детей, например, могут в том числе из-за нарушения венозного оттока от органов черепа и глотки нарушаться венозный отток, и мы сталкиваемся с такой проблемой, как аденоидит. Это раз. А аденоидит – это тоже всегда препятствие к носовому дыханию, это всегда препятствие венозного оттока. То есть мало того, что у нас блок на уровне черепа, на уровне шейных мышц, у нас еще блок для оттока венозной крови на уровне аденоидных вегетаций. То есть они тоже мешают. И лобная травма. Тут тоже интересный механизм. Когда удар приходится на лоб,
Сейчас тоже покажу подписчикам. У нас же есть не только лоб, у нас есть еще решетчатая кость, которая вот как бы вклинивается в лобную кость. И она же содержит пазухи воздухоносные. И, соответственно, когда решетчатая кость, когда на лобную кость происходит воздействие, решетчатая кость тоже реагирует. И две косточки, ну, как бы, ну, как сказать лучше? Ну, блокируется движение, блокируется отток на этом уровне. И нарушается отток вот конкретно на уровне носа. Слизистая становится отечная, и мало того, механически, ну вот просто представьте, если ударили в лоб и в лобно-носовую область, здесь же тоже есть шовчик, лоб и носовые косточки. Ну, они друг в друга-то подвклиниваются, и многие тоже замечают, что какую-то тяжесть ощущают. Вот это тоже один из симптомов. Ну вот, так вкратце рассказала, по-моему. Если что-то непонятно... Угу. То есть при ударе в лицо, в нос сжимаются кости, которые формируют пазухи носа, придаточные пазухи. Да. Нарушается от них отток, застаивается слизь, утолщается слизистая, и в результате сужаются носовые проходы, и, конечно же, гораздо сложнее человеку дышать через нос. И чем это может проявляться? Ой, много чем. Например, ну, самое легкое – это мы слышим голос, он становится гнусавый. Кстати, ко мне еще иногда ходят певцы разные и певицы, и они отмечают, что звукоизвлечение становится лучше после приема. Это раз. Ну, это самое банальное, что все слышат. Потом нарушается ведь... Получается, что воздуха-то меньше поступает, носовые ходы сужены, и страдает даже нервная система, потому что, ну, постоянное кислородное голодание человек испытывает. И у детей это особенно актуально, потому что они только формируются, нервная система растет, развивается, а тут как будто бы не догоняют, снижается успеваемость в школе. У некоторых детей ставят диагноз ИНУРЕС, именно потому что не что-то, не на уровне мочеполовой системы проблема, а именно проблема на уровне нервной системы. Дети становятся раздражительными или, наоборот, очень сонливыми. Вот так это можно узнать. Постоянно слизь течет еще из носа, и деформируется лицо, потому что носовое дыхание затруднено, приходится дышать ртом. Соответственно, постоянно рот открыт у таких детей, вы ни с кем их не перепутаете, всегда можно поставить диагноз затруднение носового дыхания или аденоиды. Да. И может даже деформироваться верхняя челюсть, и зубки начинают скучиваться. Здесь уже прикус меняется. Серьезная проблема. Да, нижняя челюсть. Ухудшается кровообращение в головном мозге при аденоидите, когда вот такой приоткрытый вечно рот. Нарушается терморегуляция головного мозга при этом. Да, тоже. И еще есть такой момент. Понятно, что может возникать воспаление в пазухах, гаймориты, фронтиты, этмоидиты, хронический насморк. И есть еще такие вот две разновидности следствия лобно-лицевых травм. Это, во-первых, холодовой ринит, когда человек выходит на улицу, и у него начинают течь сопли. Вот. Это измененная реактивность слизистой, измененная реакция слизистой на снижение температуры. Вот. И еще есть вот моя любимая реакция носа, это полинос. Аллергическая реакция. Почему любимая моя? Потому что ее чем только не лечат, и с чем только ее не связывают. И как только
не стараются убрать, вот, но в итоге это то же самое проявление лобно-лицевой травмы, потому что в норме, когда слизистая функционирует хорошо, попадает эта частичка пыльцы на слизистую, легко слизь смывается и выходит, там, откашливается, высмаркивается и так далее. Вот. Но когда слизистая уже наводнена, уже переполнена, отечна, то вот эта самая частичка пыльцы или пыли, или там шерсти домашнего животного вызывают чрезмерно большую реакцию, и огромное количество слизи начинает выделяться сразу. И вот когда мы начинаем с такими людьми работать, через какое-то время у них это проходит, и следующий сезон они уже с удивлением обнаруживают, что у них никаких проявлений нет. Так что вот много таких вот следствий есть, с которыми можно работать руками, убирая не симптом, а причину, и улучшая здоровье человека в целом. Да, это прям реально очень здорово. Это реально здорово, потому что когда... Я же понимаю, что здесь еще есть иммунная реакция, но ведь если убрать все препятствия, ну просто организм начинает нормально функционировать, и действительно снижается вот эта сенсибилизация, и действительно людям становится легче дышать. Поэтому просто обязательно нужно посетить остеопата всем людям с полинозами. Вот сейчас это вообще очень актуально. Сейчас береза цветет. Вот. Да. А вот такой вопрос. Я знаю, что вы занимаетесь пением, и вам даже ваш преподаватель посоветовал. Получается настолько хорошо, что преподаватель даже предложил сменить профессию. Да, было дело. Ага, хорошо. А могли бы вы немножко поподробнее рассказать о связи нашей работы и способности человека петь? С удовольствием. Вообще, за звукоизвлечение, понятное дело, отвечают анатомические структуры. И иногда, чтобы петь хорошо и открыто, нужно, во-первых, иметь расслабленную осанку, ровную спину, хорошо ходящую диафрагму, то есть это опора для певцов. Мышцы шеи тоже должны быть расслаблены, и чтобы они не задавливали гортань, а также мышцы жевательные, мышцы верхнего региона шеи, потому что гортань во время пения, связочки расходятся, сходятся, и на этом уровне должна быть свобода. И вот некоторые преподаватели по вокалу, они тоже, они отправляют, либо к массажистам, потому что не знают, кто такие остеопаты, либо к остеопатам, тоже более продвинутые, просто для того, чтобы освободить мышцы и позволить звуку проходить лучше, не встречая препятствия. Также есть, такое физическое понятие резонаторы. Это структуры, которые помогают усиливать звук. И в том числе к резонаторам относятся лобные пазухи и решетчатые пазухи. Они усиливают звук. И вы представляете, если тут все забито, голос-то не такой красивый получается. Получается, что человек поет в нос. А тут он приходит к остеопату, и остеопат с ним работает, и голос действительно становится чище, интереснее, более открытым. И все певцы отмечают, что им проще просто поется. И их преподаватели тоже по вокалу отмечают, что изменился голос. Вот. Так что очень ценная работа, очень ценная. Отлично. Ну что ж, в целом мы проблему обрисовали, значит, и дали понять, что при проблемах сосудистого дыхания основное лечение это, конечно, остеопатическое. Вот. Но, тем не менее, бывают ситуации заложенности носа, острого воспаления, которое нужно быстро себе снять и как-то облегчить себе жизнь прямо сейчас.
И я покажу уважаемым зрителям пару упражнений, заодно включу комментарии. Значит, пару упражнений, которые можно непосредственно себе быстро улучшить носовое дыхание. Значит, для этого нам нужно вот так вот пальчиками себе отодвигать лобную кость от носа. Прямо сейчас, дорогие друзья, можете себе это сделать. Прямо сейчас, вот сидя перед экранами телефонов. Вот таким образом двигайте лобную кость кверху. И те, кто почувствовали, что у вас при этом улучшилось носовое дыхание, что стало немножко легче дышать, можете поставить плюсики. Вот я, например, сейчас очень четко это ощущаю, и прямо сейчас чувствую, что у меня лучше стал дышать нос. И второй прием. Мы берем средней фалангой указательного пальца и от носа растягиваем скуловые кости в стороны. Вот таким образом. Да, девушки почувствовали, отлично. Действительно улучшает носовое дыхание. А вот Валя, 3 года перебит нос, тяжело дышать, прямая дорога к остеопату. Пока здесь вам не восстановят нормальное положение костей, это все будет продолжаться. Нужен хороший остеопат. У ребеночка сопли потекли, да, потому что стали лучше дренироваться носовые пазухи лучше. Улучшилось носовое дыхание, хоть так и не жаловалось. Да, так оно и есть. Даже если у вас в норме, вы просто можете почувствовать, насколько этот прием эффективен. И вот еще второй прием. Но это очень хороший прием. Прям вот вы зацепляете кость и растаскиваете. Зацепляете и растаскиваете. И можно это делать деткам, когда они страдают с заложенным носом, не могут дышать через нос. Вот прям выполняйте и все. Мария, там был вопрос, работаем ли мы при искривлении носовой перегородки? Конечно, работаем. Нужно будет просто продифференцировать, что именно мешает на самом деле носовому дыханию, потому что иногда и с кривыми носовыми перегородками прекрасно дышится. Если слизистая адекватная, если от слизистой хорошо все оттекает, если не заблокированы кости, лобные, решетчатые, значит, здесь это актуально. Если уже какая-то серьезная гипертрофия слизистой вследствие длительного какого-то процесса, вследствие в том числе искривления носовой перегородки, вследствие тяжелой лобной травмы, здесь, конечно, нужно знать границы и все-таки вести совместно с лорами. То есть обязательно тоже во внимание рекомендации лоров принимать и вести совместно, я считаю. В общем, да, если есть кривая перегородка, это нам никак не мешает восстановить носовое дыхание, потому что стоит она так или стоит она так. Если слизистая подтянута, функционирует нормально, то это искривление никак не будет мешать нормальному носовому дыханию. Есть огромное количество примеров, когда людям после операции на носовой перегородке не помогало это улучшить носовое дыхание. В то же время есть много примеров, когда люди с кривой перегородкой приходили к нам на лечение, мы с ними работали, и у них улучшалось носовое дыхание при той же самой форме носовой перегородки. У ребенка 9 лет аденоиды 3 степени, киста 2 см, гайморовые пазухи, краснота под глазами. Поможет ли остеопат? Все лоры говорят, что нужно удалить. Значит, смотрите, понятно, что у этого ребеночка была и родовая травма, и приобретенная травма области лба носа. 100%. И, скорее всего, что у него есть нарушение обмена веществ, слабость соединительной ткани, дефицит витамина D, потому что такие мощные следствия бывают только на фоне исходной слабости организма. Поэтому здесь, конечно, нужен в первую очередь остеопат и эндокринолог. Удалить кисту удастся или нет, это вопрос, рассосется она или нет, хотя и такое тоже бывает. Но в любом случае до операции, если даже она понадобится,
Необходимо лечение остеопата и эндокринолога, потому что тогда улучшится исход операции, она легче пройдет, если она, в принципе, вообще будет необходимой. Поэтому сначала консервативно полечите, а потом двигайтесь дальше. Владимир, я там видела вопрос про храп. Да, давайте. Это вот один из первых вопросов. Я действительно, могла об этом сказать, что остеопатическое лечение, оно тоже влияет на храп, в хорошем смысле этого слова. Потому что, опять же, при родовой травме или при травме затылка, опять же, уменьшается вот это вот отверстие еремное, а там же помимо еремной вены содержится еще языкоглоточный нерв, который иннервирует небную занавеску. И если нарушается иннервация, она становится такой более дряблой. И тут мы тоже, вспоминаем еще эндокринолога, есть ли слабость соединительной ткани или нету. Потому что может быть. То есть здесь нужно посмотреть с точки зрения остеопатии, с точки зрения эндокринологии. И еще при ожирении это часто бывает, поэтому, тоже себе галочку важно поставить. И вообще не редкость, когда после остеопата пациент перестает храпеть. Угу. Госпожа Речинская пишет: долго был заложен нос, капало всю ерунду, удивительно, помог только массаж от заложенности. Парадокс. На самом деле, вы понимаете, дорогие друзья, что парадокса здесь никакого нету. Парадокс – это когда люди с травмами, со смещениями костей, застоем на слизистой из-за того, что зажаты сосуды, годами капают себе капли, чтобы слизистую сузить, при этом слизистая атрофируется, повреждается, но не прибегают к такому эффективному, самому лучшему методу устранения этих проблем, как остеопатическое лечение, чтобы убрать лобную травму, убрать зажатие сосудов. Вот это действительно парадокс. А то, что вам помог массаж, это, конечно, не парадокс, это естественное явление. Значит, Наталья, благодарим вас, что вы нас так прямо хвалите. Госпожа Зайцева, пожалуйста. Значит, Мария, ваш конек. Мальчик 7 лет, периодически кровь из носа. Что может быть причиной? Повторим, не все слышали. Угу. Да-да-да, причиной может быть грубая лобно-носовая травма, и из-за нее возникает отек слизистой, атрофия слизистой. В передней части носовой полости содержится крупная сосудистая сеть, зона Киссельбаха. И на фоне истончения слизистой и ее отека бывают периодические рецидивирующие носовые кровотечения. Но тут еще важно посмотреть на этого ребенка, потому что бывает на фоне нарушения гемостаза тоже частые носовые кровотечения. То есть если на ребенке нету кучи синяков и просто периодически появляются носовые кровотечения, я считаю, что эффективнее всего будет отвести его к остеопату. Вот. А если есть куча синяков, то еще и гематологу. Если у ребенка 3 лет постоянно после насморка идет бронхит, поможет ли остеопат? Смотрите, то, что вы описываете, конечно, говорит об ослабленном иммунитете. А это встречается, конечно, на фоне дефицита питательных веществ, витамина D, кальция и так далее. Возможно, на фоне какой-то хронической интоксикации, возможно, на фоне анемии. Тут есть какой-то фон, и с этим нужно разбираться. С этим нужно разбираться педиатр, эндокринолог. Вот. Но, с другой стороны, проблемы сниженного иммунитета также бывают связаны и с механическими проблемами, когда были исходные родовые травмы. Это влияет на функцию кишечника в том числе. Кишечник не расщепляет питательные вещества, которые в него попадают, и не хватает у организма сил для того, чтобы сопротивляться инфекции. При этом, если грудная клетка деформирована из-за сколиоза, нарушается легочное дыхание, может замедляться перистальтика бронхов, в легких возникает застойное явление, и на этом фоне также гораздо легче развивается воспаление в бронхах. Так что здесь, как всегда, комплексный подход: остеопат и эндокринолог. Мария, поможет ли остеопат, если нос не воспринимает запахи? Вопрос интересный. На самом деле все зависит от причины. И
я считаю, что здесь нужен осмотр на самом деле. В теории может помочь, но интересно, что было причиной. Это ли атрофия слизистой, или это анасмия, ну вот, то есть нарушение восприятия запаха центрального генеза. Если там вследствие каких-то мозговых нарушений, вопрос. А если на фоне атрофии слизистой, легко. Вот, мое мнение. А вы как считаете, Владимир? Мне интересно. Бывают, конечно, такие травмы, при которых настолько сильно смещаются кости, решетчатая кость. Угу. Именно через продырявленную пластинку решетчатой кости проходят нервы, в которые формируется затем обонятельный нерв, в которые попадают молекулы летучих веществ. Вот. И в некоторых случаях сильных травм такие повреждения могут быть необратимыми. Но в моей практике попадалось несколько случаев, когда у людей обоняние немного улучшалось. Это нельзя гарантировать, потому что, еще раз, бывают травмы, которые оказывают необратимые следствия, но в некоторых случаях это может помочь. С другой стороны, если есть нарушение обоняния, наверняка есть и другие проблемы, связанные с травмами лобно-лицевой области. И с этим, конечно, нужно работать. К кому обратиться в Томске? Уважаемые друзья, буквально вот только вот совсем недавно начал работать наш филиал в Томске. Мы сделали там красивый ремонт, прямо в центре находится наш кабинет. И уже с 21 мая мы начинаем приемы в Томске. Поэтому звоните по телефонам, по новосибирскому телефону. Телефон одинаковый для Новосибирска и Томска. Записывайтесь и приходите, будем вас ждать. Перенесла 2 операции по поводу левостороннего фронтита. Что можно делать, чтобы избежать третьей? Мария, как считаете? К остеопату за коррекцией последствий лобных травм. Скорее всего, она там была. Вот 100%. Угу. Да. Ага, мужа в детстве 2 раза удаляли аденоиды, но они снова выросли и ничего не стали удалять. Мария, прокомментируем. Так, ну вот смотрите, если в детстве удалили дважды аденоиды, они действительно могут разрастаться, потому что это ведь компенсаторная реакция на иммунный ответ, то есть много-много бактерий, вирусов, человек с ними встречается. Естественно, лимфоидной ткани нужно разрастаться, это логично, но вопрос оттока. Если страдает отток, то это будет нарушать, это будет страдать качество жизни, будет страдать носовое дыхание. Да, можно на операцию. Удалили, а причину-то их не удалили. Вот они растут. Это как, знаете, как сорняк. Вершки удалили, а корешки остались, и оно снова вырастает. Угу. Поэтому к остеопату в этом случае. Угу. Меня замучили полипы в носу. Ну, это одно из проявлений изменения свойств слизистой носа. Так что, когда там наблюдается застой венозной крови, там можно расти что угодно. И вот периодически люди эти полипы убирают, но фон не убирается. Так что здесь тоже нужно остеопатическое лечение. Да, полипы также могут рецидивировать, к сожалению, поэтому действительно нужно просто убедиться, что отток адекватен от полости черепа и от органов горла, от органов черепа. Сходите к остеопату. Ага. Хорошо. У мужа храп, нет ожирения. Храп прекрасно. Есть, ожирения нет. Хорошо, что нет ожирения. А насчет храпа нужно разобраться, с чем связана слабость небной занавески. Как правило, это может быть связано с травмой затылка. Угу. И тогда остеопат очень-очень даже поможет. Угу. Мужа ударили стаканом по носу, зашивались, становится хуже дышать. Поможет ли остеопат после травмы или операция? Ну, конечно, здесь нужен осмотр, но и шанс есть хороший, что остеопатическое лечение поможет. В любом случае, до операции, если дело дойдет,
имеет смысл до ее проведения выполнить наше лечение, потому что лучше будет циркулировать кровь в области лица, будут более подвижные кости, и исход операции будет гораздо лучше. Искривлена перегородка, но делать операцию совсем не хочется. Конечно, Ирина, мы вас прекрасно понимаем. Никому не захочется это. Не очень-то приятно. Остеопат говорил, что зависит от меня, но часто гайморит. Что посоветуем? Я не очень поняла, что значит остеопат сказал зависит от меня, если честно. Я тоже не очень понял. В общем, мы посоветуем человеку просто найти хорошего остеопата. Если есть гайморит, и он рецидивирует, это говорит о том, что кости также заблокированы, они не работают как положено. Вот, и когда вот это вы берете, и там уже можно будет думать, что делать дальше. Не обязательно при искривленной перегородке нужно ее удалять. Можно и при искривленной перегородке иметь нормальное носовое дыхание. Как избавиться от привыкания к каплям? Это сложный, на самом деле, вопрос. И это, на самом деле, большая проблема. Здесь помогает комплексная такая работа. Можно попробовать так называемая ирригаторная терапия. Утром и вечером промывать нос вообще изотоническим раствором, то есть раствором морской воды или изотоническим раствором, самым банальным. Можно даже понижать температуру, то есть чуть прохладной водичкой. Тогда сосуды все равно будут реагировать, они будут на прохладную температуру сокращаться. И, конечно же, что стало причиной постоянного употребления капель в нос? Почему вы на них подсели? Потому что, скорее всего, нарушен отток от слизистой. Соответственно, нужно устранить причину. И показаться остеопату, я считаю, в этом случае нужно. И, возможно, да, и, возможно, тут будет хороший прогноз. Да, но вот миллион случаев, когда люди приходили к нам с жалобами на то, что они постоянно вот эти употребляют спреи, и они в итоге через несколько сеансов забывали о том вообще, как они называются. Нет необходимости. Девочке 13 лет, 4 сотрясения мозга, аденоиды, спит с открытым ртом. К остеопату, да? Обязательно. Хорошо. Нормально, Григорий? Отлично, Константин. В пожилом возрасте нос не дышит. На протяжении нескольких лет капельный зивин удаляли полипы в носу 10 лет назад. Возможно ли исправить ситуацию с помощью остеопатии? Смотря что считать пожилым возрастом, конечно, всегда можно хотя бы улучшить ситуацию. Может быть, не решить на 100%, но улучшить, да. Хорошо. Ага, дочка, если попрыгает сильно, у нее потом кровь течет из носа. Подскажите, что это? Возможно, на фоне атрофии слизистой перенаполненная зона Киссельбаха, то есть это сосудистые сплетения в передней части носовой полости. Они, как правило, переполнены на фоне нарушения оттока, поэтому к остеопату, пожалуйста, покажитесь. Редакция, я не понял, какой кисель? Какой кисель от заложенности? Зона Киссельбаха, так называемая. Пить кисель и слушать Баха? Это и нос прекрасно. Задышит, да? Да. Всем рекомендую. Это все, что я понял. После родов перестал дышать нос. Капаю суживающими средствами, чтобы дышать. Как быть? Значит, почему может такое произойти? Значит, во-первых, беременность проявляет те проблемы, которые были ранее. Поскольку нагрузка все-таки больше при беременности на организм, начинает проявляться то, что раньше было более скрытым. При беременности, в принципе, ткани более склонны к отеку. Раз. Второе, меняются изгибы позвоночника. Знаете, да, вот так называемая гордая осанка беременных, когда живот вперед, грудь назад, изгибы усиливаются. Поэтому сосуды чуть сжимаются, по которым кровь оттекает от черепа, и больше условий для застоя. В носу, то есть, опять-таки, так проявляется исходный фон, потому что не у всех беременных закладывает нос. И иногда данные изменения не отыгрывают в обратную сторону после родов. Вот, поэтому, конечно, нужен здесь остеопат, чтобы убрать следствие лобной травмы. Все очень просто. В Туле у нас филиала нет, у нас пока что
работают доктора в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске и в Томске. Мария работает в Москве и в Санкт-Петербурге. Так что звоните и записывайтесь к ней. В течение 2 месяцев неожиданно капает жидкость из носа. Не могу понять причину. Мы тоже не можем. Нужен Без осмотр. осмотра. Нужен осмотр, да. Свист в легких, так как стекает постоянно из носа. Никто помочь не может. Ни лор, ни остеопат. Помогите, что делать, Екатеринбург. Ну, здесь нужен осмотр, я считаю. И, Да. наверное, нужно еще увеличить подвижность грудного отдела. Физическая культура тоже всему голова. Попробуйте добавить больше движения в жизнь. Включить работу мышц, которые окружают эти легкие. Включить диафрагму. Значит, смотрите, вы здесь написали, что никто не может помочь, ни лор, ни остеопат. Но вы знаете, что не каждый специалист справится с каждой проблемой. Если не помог один, то поможет другой. Однозначно, если стекает постоянно из носа, однозначно здесь есть следствие травм. Однозначно есть застой в слизистой, который не устранен. Так что вам нужен просто хороший специалист. Ищите дальше. Рекомендую найти. А ребенку 5 месяцев какает раз в 5 дней. Нужно ли к остеопату? Да, безусловно, нужно обязательно посмотреть хотя бы. Конечно, у запоров есть масса причин, и не всегда они корректируются остеопатически, если есть какие-то анатомические причины, хирургические, их масса. Но показать остеопату 5-месячному ребенка – это вообще святое дело, потому что роды были недавно, кости черепа очень подвижные в это время, и можно просто настолько выстроить этого ребенка, что он вырастет здоровым, он вырастет ровным, и сопротивляемость к болезням, сопротивляемость к травмам у него будет на совсем другом уровне. Вот 100%. Ну да, и темпы интеллектуального, физического развития также будут хорошие. И у меня сегодня такая большая радость. Сегодня было у меня 2 детей месячных на приеме. И я всегда радуюсь, когда приходят такие маленькие детки, потому что у них при помощи минимальных усилий можно добиться максимального результата, просто сделать так, что ребенок будет идеально здоровым. Это замечательно. А что касается запоров, у ребенка 5 месяцев, конечно, основная причина запоров в этом возрасте – это травма области затылка. Родовая травма затылка, когда затылочная кость чуть смещается вперед и зажимает нерв, который идет сверху до кишечника и стимулирует перистальтику. И зачастую на фоне нашей работы ситуация значительно улучшается. Как можно посетить нас в Москве? Можно ли, есть ли запись на прием после снятия ограничений в связи с пандемией? Анна, мы являемся медицинским учреждением, мы медицинская клиника, поэтому мы работу не прекращали. И к нам можно записаться прямо сейчас. Телефон для записи в шапке профиля. Мария, вот ваши фанаты проявляются. Очень приятно, Юлия, очень приятно. Спасибо. Помогаем ли мы при шуме в левом ухе? Вот в правом помогаем, а в левом я вот не знаю. А как вам? Ну, можно попробовать хотя бы. Мы больше по правому уху специализируемся, да? Да. Ну, смотрите, это довольно сложная тема. Есть десятки причин шума в ушах, и с какими-то мы реально не можем иметь дело. Но в некоторых случаях удавалось добиваться снижения шума в ушах. В некоторых случаях, но это не гарантированно. Здесь, конечно, нужен осмотр. Как можем попасть на прием к Марии? Звоните по телефону в шапке профиля, и в Санкт-Петербурге, в Москве вы можете к ней попасть. В Киеве остеопата, к сожалению, не могу подсказать, но я хочу сказать, что в этом прекрасном городе мы, наверное, обязательно когда-нибудь откроем филиал. Это было бы самое интересное открытие в ближнем зарубежье, потому что я очень люблю Киев. Маша красотка, конечно, мы все соглашаемся. Заметила, что у ребенка 7 лет стала плохо развиваться нижняя челюсть, аденоиды 2-3 степени, появилась сутулость, заложен нос. Может ли быть родовая травма? Спасибо.
Да, да, скорее всего, она есть, и важно сейчас пойти к остеопату, и не стоит откладывать, ай, потому что аденоиды это проблема, и проблема, что еще нарушается строение и развитие лицевого черепа. И, естественно, за этим еще идет сутулость, и сколиоз, скорее всего, усугубится. Угу. Да, да. В подавляющем большинстве случаев проблема не ограничивается одной зоной, потому что если есть проблема в одной части, значит во всех остальных тоже. Надо просто внимательно смотреть, это все сопоставлять и работать с хорошим результатом. Вазомоторный аллергический ринит с детства, капаю в нос с 16 лет. В 2016 году делал операцию вазотомию и перегородку, но все равно не дышит, плюс хронический тонзиллит. Да, Анастасия, к сожалению, так бывает, что выполняется оперативное вмешательство в попытке помочь человеку, в попытке убрать причины проблем, но не всегда ищут там, где нужно. И если смещение кости есть, и его не диагностировали, остеопат не смотрел, то операция никак не повлияет на ситуацию. Вот. Так что вам нужен хороший остеопат, и есть шанс улучшить ситуацию. Что может обозначать заложенность носа после сна, Мария? Нарушение оттока от полости черепа. Конечно, после сна это очень хорошо проявляется, поскольку человек спит, как правило, в горизонтальном положении. И здесь отток, чисто гравитационно ухудшается. Когда человек встает, под действием гравитации он уже не ощущает этой заложенности. То есть травма-то есть, нарушение оттока есть, но не так сильно это проявлено. То есть человек встает, он уже этого не чувствует. Это здорово, но я считаю, имеет смысл показаться остеопату в этом случае. Угу. При остеохондрозе сильно болит голова и шея. Можно в домашних условиях облегчить состояние? Алена, можно. Значит, написано, что вы стилист, и понятно, что нагрузка на плечевой пояс, на руки очень большая, и это усугубляет ситуацию. А в домашних условиях необходимо выполнять упражнения для плечевого пояса, для шеи, на расслабление, на растяжение. Множество упражнений этих я выкладывал у себя в аккаунте. Есть марафон «Шея всему голова», там вебинар. Он доступен по ссылке в шапке профиля. Более того, сейчас идет акция на мои вебинары. Курс из 3 вебинаров стоит всего 1200, в то время как каждый из них стоит 1000 рублей. Так что имеет смысл вложить в себя, в свое здоровье и заняться теми упражнениями, которые необходимы. Ну и, конечно, просто хорошая физическая активность и, естественно, оптимальный вариант – это остеопат, но это уже не домашние условия. Аллергический ринит у ребенка 10 лет. Непонятно, да? Непонятно. Точка. Но... Додумаем за автора. Да. Видимо, вопрос был, что с этим делать, да? Угу. Естественно, нужно показаться остеопату. Нужен осмотр, на самом деле, чтобы давать какие-то конкретные советы для конкретного ребенка. Но я считаю, что остеопатия здесь очень-очень помогает. Ученица ли моя Мария? Да, Мария моя ученица. Я очень рад тем, что Вселенная посылает таких хороших людей и хороших врачей, чтобы я мог доверить эти знания в хорошие руки. И, дорогие друзья, будем заканчивать. Поблагодарим Марию за то, что она пришла к нам. И, пожалуйста, записывайтесь к ней на прием, записывайтесь к нам в клинику. Клиника работает. Звоните по телефонам в шапке профиля и становитесь здоровыми. Упражнения для улучшения носового дыхания вы запомнили. Кто не видел, эфир будет сохранен. Так что до новых встреч и благодарю вас за активное участие. Всего вам хорошего. Всем до свидания. До свидания.